рецептов. Всем привет! Вы на канале Просто Вкусно Соленый. Сегодня у нас очень быстрый, очень классный способ, как приготовить восточную сладость пахлава. Мы добавим секретный ингредиент. Чтобы приготовить быстро и без заморочек, я взяла готовое слоеное тесто. Вы можете, конечно, тесто приготовить и сами. Стакан грецких орехов. Высыпаем в блендер. Все перемолоть. Можно так потрясти, раз, чтобы оно равномернее легло. Готово. Достаем режущий нож и сюда же высыпаем чуть меньше стакана сахара. Сразу здесь все можно будет и перемешать. Вы можете взять и отдельную мисочку. Добавляем секретный ингредиент. Чайная ложка перемолотого кориандра. Можно взять пол чайной ложки. Будет чувствоваться только приятный такой слегка-слегка пряный аромат восточной сладости. Еле уловимый и непонятно будет, что же такое у вас добавлено в пахлаву. Можно добавить немного ванилина. И все перемешаем. Все запахи перемешались. Теперь это будет ваш секретик. Берем слоеное тесто. Лучше его разморозить. Теперь раскатываем в каждую часть. Чтобы не липло, можно немножко мукой присыпать стол и саму скалочку. Этим рецептом со мной поделилась моя подруга из солнечного Азербайджана. Таким образом раскатываем все 4 куска теста. Лучше делать потоньше. Тонкий-тонкий такой. Видите, какой он тоненький получается? Очень тоненький. Я вот так, смотрите, накручиваю на скалку. Легонько, сильно тут не прижимаю, чтобы оно не прилипло друг к дружке. Накрутила. Оп. И вот в таком виде мне его легко перенести в форму. Сливочное масло растапливаем в микроволновке короткими импульсами. Смазываем дно формы сливочным маслом и бока. Кладем нижний слой теста. Если получается сильно большое, можете то, что лишнее, обрезать ножом. Смазываем сливочным маслом и выкладываем часть начинки. У меня это получается вот таких 4 больших столовых ложки. Масло сливочное, начинка. Раз, два, 3, 4. Опять. Оп. И лишнее убираем. Масла я много, вот так, видите, как щедро поливаю? Видите, как оно прямо плавает в этом масле? Ну, это восточная сладость. Начинка. 4-й слой теста. Вот эта форма у меня размером 19 на 20 сантиметров. Для такой сладости лучше брать квадратную форму. Будет удобно вырезать. Начинка. Так как у меня это уже последний слой, я высыпаю всю. Восточные сладости любят много начинки. Из маленьких обрезков я сделала 5-й слой теста. Смазываем яичным желтком. Яичный желток, если у вас осталось немного сливочного масла, можно перемешать. Нарезаем наискосок, чтобы получились такие красивые ромбики. Можно до самого дна вот сейчас не прорезать. Теперь нарезаем по прямой линии, параллельно линии самой формы. Вот так я ложечкой придерживаю, чтобы верхний слой не поднимался следом за ножом. Берем орешки и вот так выкладываем и вдавливаем еще пальчиками каждую одну порцию пахлавы. В духовку запекаем на 180-200 градусах 40-50 минут. Смотрите по вашей духовке. Ой, какая красота! Приготовим сироп. 2 столовые ложки сахара, 4 столовые ложки воды. Вот так помешиваем и доводим до кипения. Хорошо сюда добавить чайную ложечку меда. А лучше всего вообще вместо сиропа полить вашу пахлаву медом. Вот, закипело так хорошо. Выключаем. Нарезаем пахлаву уже до конца, до самого донышка формы. Вдоль и поперек.
можно даже еще подправить по бокам, чтобы оно отходило получше. Поливаем вот этим горячим сиропом поверху так, чтобы попало обязательно по орешкам. То, что осталось, можно долить между каждой порцией пахлавы. В духовочку через 5-10 минут достаем. Посмотрите, какой красивый зарумяненный верхний слой. Такой золотисто-оранжевый. Орешки блестят. Сама пахлава очень сочная. Там же мы сиропом поливали, и оно все сейчас там карамелизируется. Пахнет и ванилью, и грецким орехом, и чем-то таким непонятным, еле уловимым. И только мы с вами знаем, что это кориандр. И еще такой сливочный аромат стоит. Здесь же все-таки полпачки сливочного масла. Вкусняшка это просто бомбическая. Когда будете доставать, начинайте с самых маленьких кусочков. Оп, видите, какая вкуснотища. Посмотрите, какая она сочная. Посмотрите, вообще не видно, что здесь где-то есть тесто. В этом и изюминка восточной пахлавы. Если у вас есть дома мед, поливайте смело медом. Только тогда уже не обязательно запекать в духовке, чтобы не портить качество меда. Вы уже подписаны на мой канал? Приятного аппетита! Оставайтесь со мной, будем дальше готовить.